Рыбы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на декабрь 2022 года. Завершается у нас уже 22 год. Для многих он был сложным, для кого-то, конечно, был подъем, у каждого по-разному. Но, тем не менее, мы посмотрим, с чем мы завершаем этот цикл и с чем вы войдете в 2023 год. Помогут мне сегодня в этом Таро Аркане, а также Ленорман Золотой Нити. Будем с вами обозревать абсолютно все сферы жизни, поэтому настраивайтесь на расклад, подумайте о том, что вас заботит, и проанализируем цепочку предстоящих событий. Общие энергии, что вас ожидает по работе, финансам, здоровью, личной жизни и рекомендации от карт. Так, арканы перед вами. Я надеюсь, что они вам хорошо видны. Мы с вами приступим. Общая энергия месяца у вас ложится здесь восьмерка воздуха. В классике у нас это восьмерка мечей. Это, знаете, как сохранить стабильность, уверенность в хаосе, в цепочке непонятных событий, быть отрешенным от всего. Это не карта ограничений, это, знаете, внутреннее осознание того, что нужно отстраниться от каких-то событий, от каких-то дел, не быть в пучине этого хаоса, потому что ситуация может вас выбить из колеи. У кого-то могут быть действительно ограничения в целом, допустим, вопросы аскезы, воздержание от секса, от пищи, табакокурения, алкоголь. Это может у вас быть связано как с религиозными какими-то убеждениями, так и, допустим, по собственному желанию. То есть здесь у каждого, знаете, как свой мотив, свой потенциал. Если смотреть, в чем конкретно ограничение, вот девятка пепла, вот то, что вас сжигает, то, что вас выбивает из колеи. У многих это ограничение в плане общения, чтобы восстановить свою энергетическую защиту, свой энергоресурс. То есть избавиться от людей-вампиров, от токсичных людей. Вот то, что вам наносит вот эти вот точечные энергопробои. То есть у многих это действительно может быть больше времени проводить только с теми людьми, которые вам близки по духу, либо вообще в уединении. Если смотреть ситуацию с точки зрения работы, здесь ложится пятерка дождя, она же пятерка чаш, пятерка воды. Карта, которая указывает на ситуацию, в лучшем случае это может быть больничный лист, либо отсутствие работы, да, в крайнем случае отпуск, просто не совсем удачное время. Но в остальных ситуациях это вопросы безработицы, это сокращение, это увольнение, это просто потеря работы, закрылась компания, что-то произошло, потому что видите, как карта некого внутреннего отчаяния. Поэтому давайте смотреть, что же здесь по факту. Итак, для тех, кто у нас не работает и работать не может, то пятерка чаш и жрица. Во-первых, это озадаченность, озабоченность делами, заботой за старшим поколением, потому что по жрице это кого-то досматривать, у вас действительно не будет здесь сил на дополнительную работу, на дополнительные ресурсы. У некоторых еще пятерка чаш и жрица. Это вопросы деструктивных воздействий, нужно будет от них чиститься, да, чтобы себе открыть, как говорю, возможность, знаете, говорю, работать, зарабатывать, реализовывать свой потенциал. Но и в целом здесь еще пятерка чаш и жрица, это много препон именно связанных с документами, с бумагами, с еще какими-то нюансами, то есть вам нужно будет все восстанавливать, все нужно будет наново, знаете, как бы поднимать, очень много волокиты. И если мы посмотрим ситуацию для тех, у кого есть ресурсы, вы ищете работу, то пятерка дождя, и здесь падает карта император. Это ситуация некого отчаяния, потому что сами вы, к сожалению, не сможете найти работу, раскрыть потенциал. Здесь нужно обращаться за помощью к знакомому, к влиятельному лицу. То есть, знаете, не то, чтобы перед кем-то прогибаться, но человека просить, а вы этого не хотите делать. Потому что вам здесь нужно что-то содействие. Увы, вы не можете переступить эту черту, как показывает аркан. И если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является наемным сотрудником, то пятерка дождя и семерка дождя – это разочарование, это разбитые иллюзии. Когда обещали одно, по факту вы получаете совсем иное. То есть ситуация ожидания реальность. Обещали одни условия труда, одну заработную плату, по факту все оказывается совершенно иначе. Здесь может идти разочарование в работодателе, в коллективе, в предприятии в целом и непонимание, что со всем этим делать дальше. То есть ситуация трудного выбора. Если же у вас свой собственный бизнес, то пятерка чаш и девятка, пятерка чаш, девятка чаш, давайте так будет проще.
Это разочарование в партнерстве, это разрыв деловых соглашений, содружества, это разрыв общения, прекращение договоров, взаимодействия с теми лицами, с которыми вы работали длительный период, которым доверяли, с которыми были на одной волне. Это люди, которые из обычных деловых партнеров могли стать друзьями, членами семьи, допустим, там кумовья, да, и так далее. И вот разрыв этого общения, этих соглашений, этих связей. Разочарование в людях. Да, будет идти попытка отстраниться от ситуации, может быть от вопросов предательства, но факт остается фактом. И если мы будем смотреть вопросы финансов, у вас здесь падает рыцарь пепла, он же рыцарь жезлов, рыцарь огня. Аркан, который указывает на вашу активную жизненную позицию. То есть деньги у вас будут всегда при любых ситуациях. Пусть не в том объеме, не в том количестве, на которое вы рассчитывали, но закрыть базовые потребности и позволить себе какие-то нюансы вы можете. Ресурсы здесь позволяют. Я не могу сказать здесь о увеличении заработки. Здесь больше позиции, знаете, как деньги как пришли, так и ушли. То есть не успели вы получить какие-то выплаты, сразу деньги уходят на какие-то нужды. То есть нет возможности откладывать, либо во что-то инвестировать. Если мы будем смотреть состояние здоровья, тройка дождя. Карта сама по себе позитивна. То есть она указывает на стабильное эмоциональное, физическое самочувствие. Но обратите внимание на прорисовку аркана. Девушки с такими, знаете, какими-то грустными лицами. То есть здесь это идет состояние внутреннего стресса, который вы будете пытаться подавить позитивным настроем, позитивными эмоциями. Но здесь еще речь идет о том, что есть общение, которое отравляет ваше существование. То есть у вас действительно здесь может идти ситуация от решения и закрытия от взаимодействия с кем-то, чтобы сохранить свой внутренний баланс, свой внутренний потенциал. Если смотреть вопросы личной жизни, у вас здесь падает королева дождя. У вас прям просто одни карты дождя, как посмотришь, это ужас какой-то. Сейчас проанализируем ситуацию. То есть эмоциональные всплески, это вы сами, это сосредоточенность на своих эмоциях, на своих внутренних переживаниях. Для мужчины это мысли о женщине, это вовлеченность в какие-либо отношения. Для тех, кто у нас свободен, королева дождя и здесь солнце. Но обратите внимание, здесь у нас закат, солнце садится. Не совсем корректная, правильная позиция. Это, знаете, как многие могут себя хоронить заживо. По принципу, у меня есть карьера, реализация, там, не знаю, дети, что-либо еще. Ни к чему мне эти отношения. Либо вы настолько часто разочаровывались в людях, что для себя можете закрывать эту страницу. Но вы должны понять, что все в жизни меняется. И это не тот месяц, где нужно ставить на себе жирную точку и брать вопрос аскезы, отказа от каких-то мирских удовольствий. Нет, здесь нужно просто переждать, выждать этот период этого заката. Вы же знаете, что солнце и заходит, и восходит. Поэтому также и в жизни полоса черная, полоса белая. Да, это для кого-то напряженный режим ожидания. Но вместе с тем, кто ждет, тому всегда достается самое лучшее. Если вы находитесь в любовных треугольниках, то здесь у нас пятерка пепла. Ситуация, когда вы осознаете, что есть конкуренция, что идет нечестная игра, что вас вводят за нос. Из-за этого будете эмоционировать. Это ситуация отчаяния, потому что вы не хотите бороться за внимание, любовь, заботу вашего человека, там, любовника, либо любовницы. И поэтому здесь он не зря стоит в такой оборонительной позе с факелом. Это желание предугадать действия партнера, это желание предугадать действия соперницы или оппонента и обойти их так, чтобы не ранить себе душу. Если мы посмотрим ситуацию для тех, кто у нас в стабильных связях, тройка воздуха. Ой, прям, видите, на этой карте, на этом аркане, прям даже аж камера чуть не упала. Тройка воздуха, она же тройка мечей. Если вы видите, здесь человек уходит. Девушка стоит, его ожидает. То есть для большинства здесь может отыграться ситуация быть на расстоянии, то есть человек, или вы уезжаете, или партнер может уезжать, партнерша там по работе, по делам, то есть быть на расстоянии друг от друга, ситуация, которая ранит сердце. И как следствие, видите, период ожидания. А для некоторых это период осознанного решения и желания поставить точку в тех связях, которые вас ранят, которые разбивают вам сердце. И здесь не обязательно может идти ситуация о любовных треугольниках, вопросах предательства. Иногда это может быть идти осознание того факта, что вы слишком разные люди, что нет смысла продолжать совместный путь.
Рекомендация от карт. У вас падает туз пепла. Это, знаете, как возродиться вновь. Увидите этот новый потенциал, эту жизненную искру. И у вас еще тлеет огонь. Вам самое главное его разжечь. То есть не бояться идти в новую жизнь, не бояться новых начинаний, не бояться что-то менять в себе. Вот это туз пепла, ну, это как возрождение фактически из мира мертвых, восстановление. У вас будет декабрь непростым месяцем. Пусть здесь даже и младший аркан, но увидите, какого они порядка. Это то, что вас готовит к кардинальным переменам. Но перемены эти уже будут в следующем году. А мы сейчас посмотрим, какова неожиданность этого периода. Что здесь следует ожидать и на что рассчитывать. Итак, сердце, женщина, змея. Ну вот видите, у кого-то это вопросы предательства в личной жизни. Может быть вопрос любовного треугольника, потому что, видите, здесь гора, непонимание, проблемы, блок. У кого-то это вопрос выбора, то есть между, допустим, партнершей, матерью, либо вопрос выбора, да, там, определись, с кем ты хочешь быть, кого ты хочешь слушать. Для некоторых это прощание с подругой, близкой к сердцу, потому что подруга предатель, либо человек, который вел какие-то закулисные интриги, разочарование в своем окружении. То есть это может отыграться не только по вопросам личной жизни, но по вопросам социального взаимодействия. То есть ваши друзья, ваши коллеги, ваше окружение. Месяц непростой, мы видим это по картам, но моя задача весь негатив для вас перекрыть позитивом. Поэтому вам стабильности, контроля, сил, вам взаимодействие с людьми только в позитивном ключе. Пусть ваша жизнь будет наполнена эмоциями, будет наполнена радостью. И пусть новый этап жизни, в который вы входите, который у вас здесь не за горами, сулит вам только благоприятные перспективы. Опирайтесь на свою интуицию и смело в новую жизнь. Вот таким у вас вышел расклад на декабрь 2022 года. Я верю в то, что у вас отыграются только благоприятные, благополучные события. Пусть информация вам будет на пользу. Я же вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь. До новых встреч.